Работа с внутренним ребенком. Внутри каждого из нас живет маленький ребенок. Многое у нас идет с нашего детства. Именно про нашу психику сейчас идет речь. Вот мне 35 лет, и внутри меня живет маленький Серега. И очень важно работать с своим внутренним ребенком. Почему я это говорю? Вообще, на самом деле, мужикам тяжело. Да и не только мужикам, и некоторым женщинам. Ну, девушкам проще делиться чувствами, эмоциями, плакать. А вот мужикам, чтобы пустить слезу, вот, наверное, лет 5 назад я плакал только у стоматолога, и все. В простой повседневной жизни я даже смотрел, когда какие-либо фильмы трагические, ну, я не мог поплакать, я не мог выплакаться. Но благодаря этой практике, я ее провожу примерно раз в месяц, я плачу. Вот то, что у меня накопилось, сейчас я буду рассказывать личный пример, вот то, что у меня накопилось, страхи, сомнения, неуверенности, когда я работаю с этой практикой, я от этого всего освобождаюсь, мне становится гораздо легче. Вообще работа с внутренним ребенком, я думаю, если вы смотрите это видео, она очень-очень важна. Потому что, как я сказал, в каждом из нас живет маленький мальчик, либо маленькая девочка, у которой в детстве были сложные моменты в жизни, когда было тяжело, когда нужна была поддержка. И вот опять же, сейчас на свой личный пример приведу. Раз в месяц я иду к своему психологу и провожу эту практику. Я выплакиваю, мне кажется, целое ведро слез. Я сам эту практику делаю со своими клиентами в неделю по 3-4 раза. Я хорошо знаю эту практику, но сам себе я не могу провести эту практику. Я обращаюсь к специалистам. И вот раз в месяц я плачу деньги, чтобы пройти именно эту практику, чтобы кто-то меня вел голосом. Что это вообще за практика работы с внутренним ребенком? Опять же, вот личный пример. Когда я обращаюсь к психологу, с помощью медитативного трансового состояния я расслабляюсь, погружаюсь в детство, погружаюсь в тот момент, когда мне было тяжело. Допустим, какой-то эпизод в школе, какой-то эпизод в детском саду, какой-то эпизод в армии. Да вообще не только, там, не знаю, может и в 25, и в 30 лет, когда нам было тяжело, это все равно вот этот внутренний ребенок, он внутри нас живет. И вот у нас есть эго, что мы транслируем для общества, какие мы хотим быть для всех красивыми, хорошими, богатыми, счастливыми и так далее. Но внутри у каждого из нас есть маленький мальчик, есть маленькая девочка. И им порой очень-очень страшно, им очень больно, они боятся. И особенно они тяжело проживают, либо вспоминают те моменты, которые были в прошлом. И вот для этого нужна поддержка. И когда на сессии с своим психологом мы входим в трансовое состояние, медитативное состояние, я погружаюсь в определенный момент, когда я помню, мне было тяжело. Я представляю то, что я вспоминаю, даже не представляю, я вспоминаю какой-то, либо много этих моментов, тяжелых вот именно по жизни, либо какую-то конкретную ситуацию в армии, в школе, в детстве. Я вспоминаю, как я выглядел. И вся фишка этой работы заключается в том, что вот сейчас, здесь сейчас, мне 35 лет, у меня есть такие качества, там, смелость, сила, уверенность и так далее. А в то время, когда маленькому Сереже было 8, 12, 15, 20 лет, у него были другие качества, и ему нужна была забота, любовь, поддержка, чтобы справиться с каким-либо состоянием. И вот вся фишка этой практики — передать то, что есть сейчас, тому маленькому мальчику, либо маленькой девочке, поддержать его в тот момент, накачать его хорошими эмоциями, поддержкой, вот, как сказать, именно от сердца, именно любовь дать, именно защиту, именно вот преодоление страхов, именно такую заботу, даже возможно какую-то материнскую, хотя там я сам себе даю, вот опять же то, что здесь есть сейчас, это различные аспекты, опять же все зависит от ситуации, у всех все по-разному. И тем самым, когда я вспоминаю этот, опять же, момент там, в школе, в детстве, в армии, не знаю, в институте, когда учился, мне гораздо легче становится. Мне становится, прям совершенно по-другому. Я проживаю уже ту ситуацию, тот негативный момент, который был в жизни. Потому что по моему мировоззрению, как я считаю, то, что как мы привыкли, то, что время у нас линейное. Есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Но я все-таки считаю, да, объективно это так. Но я считаю то, что вот рамки времени, прошлого, настоящего и будущего, они постоянно есть. То есть мы вполне возможно, и я этому личный пример, мы можем дать из настоящего поддержку в прошлое, чтобы прожить ту ситуацию. Либо наоборот, из
настоящего, даже не из настоящего, из будущего. Вот когда Сереге будет, там, не знаю, 40 лет, 50 лет, мы можем дать поддержку, любовь, защиту, все что угодно передать вот в настоящее, либо, опять же, из будущего в прошлое. И это реально работает, и это реально так оно и есть. И когда мы эту практику делаем, эта практика и есть тому подтверждение. Тут моя цель вам не рассказать, вам какая-то крутая практика. Попробуйте это сами сделать, попробуйте это сделать с каким-либо специалистом, поработать именно со своим внутренним ребенком. Офигительные эффекты имеет эта практика. Опять же, вот я по себе знаю. Вот когда я ее делаю, как я уже говорил, я выплакиваю ведро слез. Мне просто становится хорошо, мне становится кайфово. Те негативные моменты, которые были в жизни, они проживают совершенно по-другому. Это когда ты обнимаешь сам себя, какие-то напутствия делаешь, когда жалеешь, когда накачиваешь силой, уверенностью. В общем, это крутейшая практика по работе с внутренним ребенком. Я вам ее советую пройти. Девушкам, парням, мужчинам, женщинам, неважно. Вы сами на себе почувствуете, какой это эффект. И убедитесь в этом на своем личном опыте. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витюченко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.